Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайших дней. Давайте узнаем, что произойдет для вашего знака зодиака со дня на день. Ну, конечно, рассмотрим как подсказки, останемся реалистами, всегда к этому призываю. Ведь это любой, как прогноз, расклад, это один из тысячи вариантов альтернативных. Вот давайте что-то альтернативное и рассмотрим. Кто знает, может быть, какие-то, ну, как возможности через расклад или какую-то проблему, вопрос вы увидите несколько иначе. Итак, приступим. И я не ставлю специально ограниченных каких-то сроков, потому что даже судя по вашим комментариям, я вижу, кто-то пишет, за пару дней это все произошло, у кого-то растянулось, наоборот, на пару недель, правда, так тоже бывает. Нет вот этой вот какой-то строгой даты, когда вот, если мы говорим, да, с какого-то по какое-то даже число, но опять же быть реалистами, потому что многие вопросы на неделе, допустим, мы начинаем, они будут продолжаться. Вот переложите на свою жизнь. У кого-то вообще ничего не совпадает с прогнозами, ну давайте тоже будем реалистами опять же. Итак, что же там со дня на день? У тельцов где-то как Таро на неделю рассматриваю, вот средним срок. И вы видите, я публикую такие видео. Я знаю, что любители пасьянса есть. И мне это очень приятно. Спасибо, что откликаетесь. Спасибо, что участвуете в поддержке моего канала. Смотрите мои видео. Итак, тельцы, что ж тут у вас и интересного будет? Ага, а вот зрите-ка вы в корень, и так, знаете, как будто за вами кто-то наблюдает. Маска. Ну, мы можем даже это значение рассматривать как совет вам. Держите маску за пазухой, хочется сказать. Но не все однозначно, понимаете? И маска ведь это тот человек, который вам ничего не говорит, или наоборот, льстит. Нам всегда лезть. Ну, давайте, мы люди, правда? Нам приятно слышать. И, может быть, это вот вам нравится, естественно, что-то, но, видимо, холодное мышление, включайте холодную голову, чтобы переосмыслить. Может быть, и просто за вами кто-то наблюдает. Любопытно, чем дело кончится. Может быть, вы кому-то имели неосторожность рассказать о себе чуть больше, но не все однозначно. Может быть, и вам действительно необходимо даже одеть вот эту маску, потому что рядом выпадает корона. Корона – символ власти. Давайте примем на вас эту корону, что у вас сейчас, примерите ее буквально на себя, потому что астрологически я вас приглашаю на свой сайт, я уже не останавливаюсь подробно на планетарных транзитах этого времени. Кому интересно, вы на сайте прочитаете. В описании под видео там ссылки на мой сайт. Так вот, корону примерить почему предлагаю? Потому что у вас так шаг за шагом что-то отстраивается, вы с чем-то определяетесь. Может быть, как какое-то новое направление. Может быть, и придется кому-то проделывать важное согласование с сильными мира сего. Тогда будьте дважды осторожны, потому что вы можете столкнуться, даже, может быть, это чиновник или представитель какой-то там, да, какой-то организации. Вам тоже, как все карты, не раскрывают, понимаете? Это может быть и лицо, которое имеет полномочия тоже. Давайте будем так вот реалистами, опять же. Поэтому явно тут что-то прошляпить нельзя. И для вас вместе с тем энергии добрые. Когда вот-вот мы уже выруливаем на подъем, да, на обгон как будто. И все равно расслабиться не получается. Вот в такой период нужно быть, ну, максимально где-то осмысленным. Когда мы не делаем что-то на автоматизме. Но для кого-то из вас это время построить карьеру или заложить основу вашему бизнесу, направлению или что-то вот такое. А может быть и любопытная персона, ну так вот, может быть, о себе много не рассказать. У вас еще выпадает нож. А вы знаете, мои дорогие тельцы, вы ведь могли предполагать вот какого-то такого человека в маске. Нож – это ссора. И, может быть, у вас будет такая, знаете, переоценка ценностей в плане вашего окружения. Вы окончательно поймете, что один человек, и это может быть даже какой-то родственник, я это допускаю, в жизни бывают разные метаморфозы, а у кого-то из друзей даже, да,
Но, к сожалению, бывает и так, что и друзей мы тоже пересматриваем. Так вот, я могу предположить, что вам просто захочется высказать все, что вы думаете. Может быть, это и другая какая-то отстраненная ситуация, которая связана больше с какими-то согласованиями, мои дорогие. И я такое допускаю. Но, наверное, не навредите себе, потому что сейчас время такое, конфронтация нам явно не помогает. Одевайте маску, держите ее за пазухой. Но, тем не менее, вы знаете, вот, наверное, такое рациональное и хладнокровное видение. Нож нам дает вот эти, как интеллект или вот какое-то беспристрастное отношение к тому или иному процессу. Вот вам это все помогает. Для чего? А для того, чтобы было хорошее настроение. Или для кого-то из вас это новый совершенно человек, который приходит в вашу жизнь, все-таки кот, это флирт, и вот это положительные эмоции, оптимизма, настроение, здесь нужно быть аккуратными. Почему? Все-таки кот, флирт и маска. Говорят одно, думают другое. Или когда с вами пытаются, ну, словно заигрывать, может быть, словесный такой заигрыш, да, или это когда вас пытается кто-то словно расслабить, да, ну, чтобы вы, ну, где-то так не начали что-то, как докапываться до чего-то или обдумывать более детально. Вот именно есть такие энергии. Иногда это как новое знакомство может проигрываться. Тогда дважды, трижды будьте внимательны. Вы можете даже столкнуться с таким человеком, который вам о себе много не рассказывает. Он, наоборот, будет прибедняться, мы называем, да, вот есть такое в русском языке слово. Или когда человек наделен властью, он имеет какие-то даже большие полномочия, а вот так пытается, знаете, как свой парень выглядеть. Вот такое я тоже не исключаю. Ну вот есть явно вот тут какие-то подсказки. Будьте внимательны вообще к людям, с которыми вы проводите какие-то переговоры, разговоры. Или с кем вы там намереваетесь, может быть, партнеров кого-то ищете, да, по личному делу. Или вам вообще что-то предлагают. Будьте внимательны, время такое. К паролям аккаунтов попутно скажу. Или откуда, с какого адреса к вам на e пришло письмо. Гости. Либо вы в гости, либо к вам гости. А вообще, наверное, быть таким осмотрительным вам стоит. Потому что, вот как я сказала, у вас сейчас даже астрологически хороший период. Пусть кому-то сейчас из вас безумно тяжело. Но поверьте, вот шаг за шагом постепенно телец все равно идет вверх, в гору. Имеется в виду не ту гору, которую нужно преодолевать, словно альпинист, а когда дела идут в гору. Добрые перемены. Причем добрые перемены, которые могут касаться вашего дома. Выпадает очаг. И это, опять же, как ваше окружение, ваши близкие, родственники, домочадцы или те люди, которые даже как друзья, часто вхожи в наш дом, но так и буквально стены. У кого-то согласование по части дома или места вашего пребывания, мои дорогие. А вот смотрите, вы можете даже тревожиться. Слушайте свою интуицию, потому что у вас при короне еще и совпадает мечи скрещенные. Это внутреннее состояние неуверенности и тревоги. Вы можете, это где-то может быть как интуиция подсказывает. А вот в этом пункте, телец, будь осторожен. Поэтому слушайте интуицию. Это не есть как какая-то преграда, препона. Нет, это не мешает. Это именно внутреннее. А может быть и усталость, мои дорогие. Вот усталость это да. Она может вас сопровождать. Отдыхайте тогда, потому что уставшие люди делают ошибки. Древняя китайская, очень мудрая поговорка. Но гости какие-то не исключаются. Может быть, это вы куда-то засобираетесь. Вот смотрите, к вам словно приковано внимание, наверное, не одного человека, а нескольких. У вас выпадает таких, ну, два серьезных значения, как маска, я уже не повторяюсь, но к ней еще и змея. Змея – это то, что затаилось или кто-то затаился. Ну, давайте прямо скажем, у нас сейчас год змеи, поэтому включите змеиный режим. Включите змеиный режим, я не шучу. Это все то, что я с самого начала говорила. А змея, она мудрая. И я в своих раскладах часто говорю, особенно для вас, мои дорогие, особенно для знака зодиака Телец. До конца года ваша задача адаптироваться к тому, что есть, и организовать свою жизнь по-новому.
Это вот знаете как, ну, пусть это будет даже с чем-то новым связано, но, новое все равно, оно как-то положено на старое, но в новом формате. Какая-то вот, ну, вот знаете, есть, альма-матер, да, мы говорим, поэтому вот какая-то основа основ, это у кого-то буквально будет связано, может быть, с знаниями, обучением или приобретением новых знаний. Для вас тоже план обучения далеко не на последнем месте. Так вот, этот змеиный режим вам нужен для того, чтобы сначала пронаблюдать, проанализировать, а действовать только потом. Причем, может быть, быстро, молниеносно принимать какое-то решение, и чтобы, вот знаете, как по мишени выстрелил и в яблочко. Вот такие у вас задачи. А то, что наблюдает, то это факт. Это вы кому-то интересны. Или, может быть, ваше дело. Или то, что вы говорите, как вы что-то делаете, да, такое я тоже могу предположить. И у вас выпадает, смотрите, крест. Крест – это судьба. Это у вас могут быть, ну, даже если мы сказали неделя, да, ну, плюс-минус там сколько-то дней. Вот этот период для вас, мои дорогие, августа, судьбоносен. Может быть, и до конца даже августа. Тут ничто не происходит просто так, просто, понимаете? Люди ли какие-то приходят в вашу жизнь, или вы с ними сталкиваетесь, или пусть это будет какая-то новость. Вот все имеет какой-то свой знак, как знак судьбы. Или одновременные ключи какие-то судьбы, да, для того, чтобы мы сделали что-то очень правильно, хорошо, или и изменили, или как минимум себе не навредили. Такое ведь тоже бывает. У вас еще выпадают цепи, и вот, кстати, скрещенные мечи, цепи – это сердечная тяжесть. Но опять же, это вот тревога, или где-то вы, ну, можете чувствовать, я иду словно в потемках, в сумерках, не вижу перед собой этой дороги. Тогда ступайте аккуратно, но уверенно. И подмечайте все то, что вокруг вас происходит. Вот, наверное, осознанность, да, когда мы не делаем что-то на автоматизме. Для вас, мои дорогие тельцы, это тема номер раз. Чего бы ни касалось отношений, разговоров, важных переговоров, согласований или ваши планы на построение личного дела или дохода какого-то, ну, с чем угодно может быть связано. И вот насыщенные могут быть вот эти дни в ближайшем будущем. И поэтому, ну, берите где-то ориентир как минимум до конца августа. Ну, а дальше мы посмотрим. Хотя и дальше тоже есть. Ну, это уже я основываюсь на астрологических как бы прогнозах. В нашем раскладе по горизонтали, по вертикали мы можем сложить карты крайних рядов. И я вот смотрю, я не вижу пока, откровенно говоря, чтобы мы что-то с вами добавили. Поэтому давайте перейдем к колоде Таро и спросим неожиданности для тельцов. То, чего вы не ждете в ближайшие дни или со дня на день. А может быть и не будет этих неожиданностей. А если будет или будут, пусть это будет для вас приятные сюрпризы. Что ж там для тельцов? Неожиданность. Да, приятные сюрпризы, правда. Туз пентаклей – это возможность, возможность чего-то нового. Или возможность сама по себе. Пусть и мы говорили с вами, да, какая-то тема у вас, ну, она вам не совсем нова, но вы как в новом ключе ее решаете. Или я такое могу допустить. Вы получаете конкретно какое-то сообщение, конверт, письмо или предложение, или какие-то бумаги подписываете. Сама по себе возможность, мои дорогие, решить тот или иной вопрос. Это один пентакль, да, нам показан, туз пентаклей, но это начало-начало. И все то, что я говорила по картам, эта карта подтверждает. Иногда мы говорим, что это как Вселенная, пространство вам помогает. Для кого-то это может быть важная информация или окончательное ваше решение, потому что теперь для вас что-то, вот знаете, в более четких очертаниях проходит. Змеиный режим точно необходим, потому что аналитика и интеллект вам понадобятся. Давайте мы узнаем, с чем вы успели проститься. А ну вдруг обратно материализуется или появится в вашей жизни. Вы поставили точку, а оказалось вовсе не точка. Вопросы для кого-то вот именно в этой колоде. Я чаще называю девятку чаш, это карта эгоиста и материального успеха в первую очередь. Но здесь художник изображает семью,
Поэтому вопросы семьи, вопросы дома, каких-то согласований, вопросы, связанные с домочадцами или с конкретным человеком. Может быть, это не сам по себе вот человек появляется, хотя я такого не исключаю, у кого-то и так будет, потому что, может быть, и вы куда-то едете и встречаетесь с кем-то, то есть гости все-таки присутствуют. Видимо, в той или иной мере в ближайшие дни какие-то будут для вас важные контакты, мои дорогие тельцы. И это может быть даже внезапный приезд человека к вам или какая-то встреча такая знаковая. Может быть, это кто-то в ваш дом придет. Может быть, это будет и еще и как какой-то конверт или получение письма важного какого-то согласования. Тут, ну, по-разному. Но это все может быть связано с вашими стенами, или даже, с каким-то на последующий период, материальным благополучием или траекторией вашего продвижения. Но это вам знакомо. По этой карте мы укрепляем собственные позиции, поэтому приятные какие-то моменты, когда вы понимаете, зачем все это было нужно. Что-то вы тут сумеете не просто себя порадовать, а вот, наверное, как вот эти часы, добрые перемены в ближайшие дни вы сумеете почувствовать. Пусть даже в каком-то самом таком, ну, начальном варианте, потому что туз пентаклей все-таки один туз. Но девятка чаш говорит как о росте доходов или возможностях таковых, решить какую-то материальную проблему или решить иную проблему, опять же, которая она была, а вот теперь вы можете и сами что-то переиграть или в чем-то поставить точку, и просто у вас, ну, как завершается какой-то процесс, вы больше думать даже не будете и останетесь этим довольны. Вот у вас вы чем-то будете довольны, мои дорогие тельцы, это факт. Давайте мы с вами узнаем, что же там в личной жизни, в любви для тельцов. Восьмерка чаш, вы ищете выход, и вы его находите. Вот так вот хочется мне подвести итог. Вы знаете, у кого-то, да, может быть и связано с расставанием, может быть по этой карте, когда вы, кстати, в предстоящие дни больше будете заниматься именно сами собой. Или, вот как нам тут ведь сказали, да, если для людей семейных, у кого сейчас все хорошо, да тут только еще какие-то будут, ну, может быть, какие-то и есть новые темы, не без этого, но тут телец как рыба в воде себя чувствует, потому что тут для вас что-то складывается хорошо. И если вот, кстати, карта говорит, если кто-то уходит, отпускай. Ваш знак зодиака связан с тем, что до конца года многие люди действительно могут уйти из вашей жизни. И это необходимо, потому что место должно освободиться. У вас придут новые знакомые. У вас появятся те знакомые, которые, ну, не совсем вашего, может быть, даже статуса. Вы сами, мои дорогие тельцы, еще за последующие месяцы очень изменитесь, потому что мы будем получать какие-то новости. Вокруг нас обстановка будет развиваться так, как мы сейчас пока даже не предполагаем. И все это вместе, в совокупности, будет оказывать на вас влияние. И если вы потом, где-то к концу года, вспомните наш расклад и вот так оглянетесь назад на свою жизнь и придете к выводу, ведь и правда, я, может быть, за несколько последних месяцев словно целую жизнь прожил какую-то другую или прожила. Вот такое может быть. А для кого-то из вас в личной жизни, ну вот все-таки, смотрите, у нас ведь девятка чаш выпадает. И это в чем вы успели или с чем успели проститься, может быть, и с кем. И вдруг внезапно появляется, да, то вот тот, кто ушел, это по личной жизни, вдруг внезапно появляется. Может быть, это вы случайно даже встретите того человека, с которым прежде были взаимоотношения, а то и личная жизнь была, может быть, так обстоятельства сложатся, может быть, вам нужно какие-то заключительные, ну, как разговоры, диалоги провести, что-то как откровенные беседы. Но я такого, по крайней мере, не исключаю. Ладно, давайте мы тогда узнаем, что же на ваши достижения. Кто-то будет занят просто работой. Ух ты, император. И у вас карта власти. Правда, как будто не миновать общение с людьми, которые по лестнице иерархии чуть выше, чем вы стоите. Может быть, контракты, разговоры, переговоры с вашим руководством, если вы работаете. Или не работаете, или работаете на себя. Значит, какие-то структуры, просто назовем.
И как организация образования. То есть вот по аркану император проходит даже организация образования, учреждение образования. Поэтому тут у каждого свое что-то. Но это мы делаем свою жизнь, ну, такой более предсказуемой. Мы можем, кстати, по части достижений император, будьте внимательны. И мы вот все то, что я говорила, дважды, трижды для вас это будет очень актуально. Потому что если вы сталкиваетесь с такими людьми новыми, да еще которые могут по умолчанию обладать какими-то рычагами влияния, тут вам нужно очень правильно выстроить диалог. Первое, да? Второе. Не будьте непримиримыми, мои дорогие. Не страдайте каким-то перфекционизмом. Для вас это будет очень важно. Потому что 23 августа у нас войдет Солнце в знак зодиака Дева. Это критическое мышление. Вам вот, кстати, критическое мышление помогает. Но по аркану Император, мы знаем, есть такие энергии, есть два мнения, как будто Император может говорить, мое и неправильное. И мы можем страдать этим перфекционизмом и себе сказать: ага, вот я словно, ну, прочувствовал, что у меня сейчас может получиться. И мы бросим в этом направлении все свои силы. А карта, тем не менее, говорит, что для тебя будет как проверка на прочность. Не застрять в каком-то перфекционизме. Вот потому что Солнце в Деве– это хороший плюс, критическое мышление. Но и с другой стороны, нам говорят, и Марс в весах, вот, и еще на сентябрь, мои дорогие, нам подсказывает, что нужно быстро переключаться. Если мы видим, одна тема не пошла, ну и ладно, оставляем. Пробуем как будто, ну, какие-то другие варианты. Тут именно быстрота реакции на что-то тоже будет для вас важна. Поэтому будьте готовы постоянно где-то на протяжении ближайших дней корректировать собственные планы, чтобы не упустить, опять же, какую-то возможность или провести важные переговоры, разговоры даже, да, или допустить, что человек о себе много не рассказывает. Тут есть вот какая-то такая, такой нюанс, мои дорогие тельцы, когда мы чего-то не видим, а в реальности оно обстоит по-другому. Поэтому и это очень важно. Старший аркан– это то, что к вам приходит извне. Или люди, те, которые извне, которые, может быть, вы, ну, как официальные лица, или просто новые какие-то знакомые, даже пусть это по делу, но замечтаться никак нельзя. Ладно, что же на деньги, хотя нам уже сказали, пусть две карты. Вот смотрите, у вас выпадает колесо фортуны, ну так получилось, две досталось, значит, пусть так и будет. У вас сейчас действительно как жизнь идет на подъем. Вот эта колода, она колесо года называется. У нас на рубашке изображено само по себе колесо. И мы знаем, что вот это колесо сначала идет наверх, достигает пика, а потом будет неизбежен спад. Вот у вас такое время в ближайшие дни, наверное, до конца августа, это точно, когда есть возможность какую-то основу очень хорошую не только заложить, а вот что-то и продолжить, потому что неизбежно будет пауза. И вот нам сейчас время как будто важно не потерять. Для вас тут фортуна сама по себе, пространство, вселенная, а тем более с тузом пентаклей, помогает. Но будут много сбивчивой информации, будут какие-то информационные фейки, или будут люди, которые на них нельзя положиться, будут люди разные. Вас, мои дорогие тельцы, тоже будут вам говорить одно, а действовать по-другому. Или вам будут обещать, а потом окажется, что человек как будто умыл руки. Вот будьте внимательны как и к информационному потоку, так и к людям, опять же, которые вас окружают. Мы с вами уже поговорили об этом и достаточно продолжительно. И пятерка жезлов просто это подтверждает. А почему? Как будто окружающие считывают, что у вас сейчас, мои дорогие тельцы, что-то идет действительно на подъем. Либо кто-то хочет присоседиться к вашему успеху, скажу так, корректно, либо имеет какие-то свои интересы, виды на вас. А ваша задача не расслабиться, не раскиснуть, не рассупониться, да, вот когда мы так вот, ну, немножко думаем, ведь усталость-то присутствует, мы об этом говорили, и отдыхать надо, но это как минимум режим труда и отдыха. Но, видимо, отойти от дел и устроить себе такой полноценный отдых не получится, вот я не вижу. Потому что так или иначе как-то внешние обстоятельства вас будут возвращать к каким-то делам,
или согласованием, или, опять же, возможности идут в вашу жизнь. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. Я благодарна вам за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.